Добрый день, уважаемые зрители канала Крымского центра оздоровления Неумывакина. Сегодняшнюю тему нашего видео я хотел бы посвятить на самом деле самой ценной нашей, скажем так, кладези витамина С. Это капуста, друзья. Этому овощу Иван Павлович посвятил целую книгу. Вы знаете, я иногда задумываюсь, чему Иван Павлович не посвятил своей книге. Если бы он прожил, скажем так, лет до 120, я думаю, он бы затронул все овощи и травы, которые произрастают на нашей земле. Но, друзья, слово сегодня будет посвящено этой царице полей. Друзья, капуста в своем составе имеет множество полезных веществ. По содержанию белка капуста обогнала брюкву, морковь и свеклу. Она уступает только по содержанию белка шпинату. Друзья, капуста содержит большое количество незаменимых аминокислот, таких как лизин, трианин и триптофан. Эти аминокислоты способствуют регенерации тканей и восстановлению нашего организма. Друзья, высокое содержание клетчатки в этом овоще способствует активно улучшению перистальтики в кишечнике человека. Поэтому люди, которые в достаточном количестве употребляют этот овощ, не знают таких проблем, как запоры. Также капуста способствует снижению сахара. Поэтому этот овощ настоятельно рекомендуется к употреблению людям с сахарным диабетом. Еще одна очень интересная особенность данного овоща, то что капуста содержит большое количество витамина С, то есть аскорбиновой кислоты. Но, назовем так, фишка заключается в том, что помимо аскорбиновой кислоты здесь большое содержание аскорбигена. Это производный, скажем так, производный аскорбиновой кислоты, который при термической обработке превращается в витамин С. Поэтому капуста один из немногих овощей, который при термической обработке улучшает свои свойства. Конечно, хочется еще добавить, что капуста, особенно при приготовлении, тушении ее, но самое главное при закваске, не теряет всех своих полезных свойств, а наоборот их даже улучшает. Поэтому многие диетологи рекомендуют больше употреблять капусту в квашеном виде, так называемый ферментированный продукт, который наиболее лучше усваивается человеческим организмом. Хотелось бы подметить еще, что в данном овоще содержится большое количество очень редкого витамина У. Витамин У делает что? Это так называемый противоязвенный фактор, его так называют многие ученые. Почему? Потому что именно этот витамин способствует регенерации слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Таким образом, люди, которые в достаточном количестве употребляют данный овощ, значительно снижают риски возникновения язвенной болезни желудка. Также капуста используется при пониженной кислотности, пониженной секреции, то есть она стимулирует выработку пищеварительных ферментов в желудке. Но стоит с осторожностью относиться к капусте людям с повышенной кислотностью. Она, к сожалению, им может даже навредить. Друзья, Иван Павлович Неумывакин в своей книге описал множество рецептов из этого замечательного овоща, который избавляет от многих заболеваний. Хотелось бы перечислить некоторые. Например, при псориазе 100 мл свежевыжатого капустного сока принимается 3 раза в день перед едой. И люди, страдающие этим заболеванием, от которого никто еще не нашел лекарства, получают стойкие ремиссии. Также капуста активно применяется при бессоннице, поэтому 150 мл свежевыжатого капустного сока за 40-50 минут до сна значительно улучшают сон, делают его глубоким и, скажем так, продуктивным. Также капуста активно используется при всевозможных маститах. Например, если все-таки мастит уже застал, скажем так, женскую грудь, следует
следует приготовить кашицу из свежей капусты и прикладывать ее на грудь, которая страдает маститом, 3-4 раза в сутки. И по описаниям автора мастит очень быстро проходит. Хотелось бы отметить, что при атонии кишечника ежедневное употребление 150 мл свежевыжатого теплого капустного сока очень быстро приводит тонус, кишечник в тонус. И многие такие проблемы, как запоры, уходят на задний план. Друзья, в этой книге еще перечисляется множество интересных рецептов, которые непосредственно сам Иван Павлович изобрел. И многие, например, позаимствовал у других известных травников и ученых. Но из всего этого видео, из всей этой книги можно сделать только один вывод, что это действительно замечательный овощ, который естественно может привести, естественным путем может привести наш организм к здоровью. Поэтому, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, без таблеток. Подписывайтесь на наш канал. Я вот даже сорвал 3 цветочка. У нас расцвели подснежники прямо на территории нашего центра. То есть зима никаким образом не хочет прийти в наш замечательный Крым. Ну, может это к этому, может это и хорошо, скажем так. Поэтому, друзья, на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо за то, что смотрите наш канал. Пока-пока.